Ребят, всем доброе утро. Ну что, вот настала пора, когда откладывать уже нельзя. Нужно начать заниматься подогревателем, котлом, автономкой. Ну, кто как называет. Вот, и сегодня в видео мы займемся для начала демонтажом старой автономки. Ну, или котла, кто как называет. Общался я с ребятами, которые работали до меня. То есть они пытались там как-то открутить, как-то снять. Как они мне на словах объяснили, что типа там выходит глушитель, и не то его надо отпиливать, не то кольцо отпиливать. Ну, короче говоря, пока не увидишь, что не поймешь. Вот, и сегодня мы с вами этим займемся. То есть демонтажом автономки, или печки, или котла, кто как называет. Так что погнали! Оба трактора запустили на прогрев. Сейчас один тракторист на 2 трактора, один на больничном. Так, ну и мы пойдемте для начала запустим Урал, проверим там все, жидкости, все такое. Вон, подморозило хоть нормально. Сейчас не так, блин, проваливается. С полпинка. Так, ребят, как обычно, хотел по-быстрому. Но, блин, вот сколько раз я убеждаюсь, как заикнешься, что сейчас сделаем по-быстрому. В итоге какие-то проблемы будут. В итоге сейчас стал скрывать ящик, где находится котел. И в итоге вот, блин, отгнило. Вот сейчас надо болтик сменить. И здесь то же самое. Там вообще, вон, видите, отверстие прям развалилось. Вот. И потом уже подлезем к самому котлу. Ну, это я к тому, что пока Урал там прогревается, думаю, чтобы там, ну, блин, не сидеть в этом холодном. Думаю, пойду сейчас по-быстрому вскрою, посмотрю, что-то надо открутить, чтобы снять этот котел. Вот. Ну, ладно, сейчас я опять не буду лучше заикаться. Ладно, сейчас я попробую, конечно. Вот не знаю, или этим, как ее, ножовкой срезать, или зубил. Ну, зубил у меня, думаю, тут сейчас начнем стучать. Вообще, блин, все слетит. Ну, разорвется, все слетит. Ладно, попробую сейчас. Вот такой у меня сундучок. Правда, не со сказками, а с инструментом. Вот, здесь у меня все. То есть ножовка, фильтр откручивать, ключ спец. Такой ключ. Там, блин, ну, шприц мазать. Ну, короче, все. Почти что. Вот, сейчас я возьму, наверное, зубило попробую сначала. Или лучше, наверное, ножовку. Ну, короче говоря, срежу эти болты, поставлю новые болты, сделаю ящик для начала. Вот. А потом включусь, когда буду откручивать, покажу, как там крепится. Да я сам, в принципе, еще пока не знаю. Вот, как крепится подогреватель. Вот. Потому что подогреватель будем по-любому делать этой зимой. Вот. К этой зиме, вернее. Потому что та зима вот показала, мороз, что, ну, блин, финиш, короче. То есть его будем делать обязательно. Начну восстанавливать ящик. Показывать я это не буду, вот, потому что, ну, неинтересно там 2 болта сбить. Это все фигня. Как полезу, так под автобус, где она там прикручивается, так и включимся. Так, парни, достал я свой второй волшебный чемоданчик. Так, и благодаря этому чемоданчику, то есть здесь прикрутил, то есть болты я чем? Да, ножовкой и молотком с зубилом. Вот, подрезал, стукнул, сбил, подрезал, стукнул, сбил. Все, дальше снял здесь и прикрутил тут. Единственный, вот видите, болтик, вон там, вот он.
Он, блин, ну, очень жестко, короче, приржавел. Я его смочил ВДХой. Вот, другая кончилась, осталась силиконовая. Вот. Ну, в итоге, попозже я его попробую сорвать, потому что, если сейчас его крутить, он отломится. И ящик вообще будет вот так вот, на бикрень. То есть лучше подождать, пусть чуть-чуть отмокнет, потом я его сверну. Ну, что мы видим? Вот такой мы видим подогреватель. Такой котел, называется он. Читайте сами, а то, может быть, я неправильно прочитаю, скажу. До меня тут его крутили-вертели. Нифига он там вроде как бы или стеклышко, или еще там что-то. Ну, мы сами тогда его вскрывали, я помню. Но когда я был в отпуске, тут его, короче, обрезали и пустили так. Ну, то есть там в салоне. И без него в мороз он вообще не заводится. Вообще. Короче, шланг. Все тут валяется. Так, это у нас солярка поступает с бака. И это обратка. Тоже в бак. Вот две трубки пошли туда. Медных. Вот сейчас нам нужно будет... Здесь видите, какая штучка, вот софло. То есть здесь надо будет вот эту штуку спиливать. Или болгарка, или я не знаю даже как. Вот, чтобы это вылезла печь наружу. Ладно, подумаем там потом, как это все сделать. Или туда подъехать, включить болгарку, или как, не знаю. Ну ладно, подумаем, как это все сделать, как снять. Так, ребят, вот видите, здесь стучали, вот, пытались снять кольцо, вот это. Думали, что она так снимается. Я сам, честно говоря, не знаю, но вот я сейчас постучал молоточком, и она вроде зашевелилась. И я так понял, что она просто вставляется, наверное, туда. Вот и все. То есть, вот видите, что это такое. И вот его уже согнули, вот. Ну это ладно, это фигня все, это я выпрямлю. Так, вот, давай посмотрим, что там. Вот, видно, да? Вот она крепится. То есть, раз, два, три, четыре. Они открутили, а это вот все-таки не сообразили, как снять. Вот этот крепится насос с той стороны. Так, ладно, пойдем наверх. Оп. Вот. То есть, это вот насос. Но я его тоже сейчас смочил ВДХой. Потому что без ВДХи вообще никуда, я не знаю. То есть мне понравилось в такой степени, что, ну, смочил, побрызгал, и через какое-то время они откручивают свободно болты. То есть сейчас мы ее вынимаем. Блин. А, это заборник. Вот. Сейчас мы ее вынем. И потом попробуем насос открутить. Только вот я с соляркой не знаю, как. Надо как-то ее глушить будет. Болт, наверное, вставить, чтобы солярка не текла. Вот фильтр. То есть от подачи, я так понимаю. Подача через фильтр. И в нее уже. А это уже излишки обратно. Вот, как-то так. Ладно, погнали дальше. Так, ребят, залез я показать вам сюда под автобус, показать, как была она подключена. То есть, вот видите, шланга. Вот, это идет в салон. Вот, вон там отверстие. И здесь вот вверху там стоит радиатор. Возле двери, короче говоря, под вторым сиденьем. Вот, там радиатор стоит. Вот от него должен идти вот сюда. Вот видите, вот в ящик отверстие шланга. Вот. И от насоса, то есть вон туда, вон, в ухо он должен идти. То есть туда куда-то. То есть видите, здесь все обрезано. Вот такая штука. Там наверху, короче говоря, просто соединили. То есть здесь обрезали, там наверху соединили. И все. Вот резина, видите, какая, ребят. Вся лысая, то есть вообще. Даже 5 миллиметров нет. Какие 5? Даже 3, наверное, нет миллиметров. То есть все. Так, ладно, вылазим. Вот такая вот петрушка. А наперед мне летом дали. И нужно будет вот сюда все 4 колеса. Так, ну что, давайте будем пробовать. Так, ребят, покажу вам. Вот, смотрите. То есть вот эта вот подача. Фильтр. Вот. Вот воткнул я сюда такой болтик замечательный. То есть он идет, подача. Вот этот шланг идет вот сюда. Вот здесь вот S. Вот тут даже написано. Видно вам, нет?
А эту, я так понимаю, обратка, она идет тоже сюда воткнул. Замечательный такой болтик. Она идет вот сюда. R здесь написано. Вот, если вам видно. R. Дальше. Вот это папа. Управление, я так понимаю, провод. Он вот сюда фишка, вот большую. И вот это с насоса фишка, тоже папа, вот сюда, рядом. Вот. Но это идет, как он, датчик называется, или как, я точно не знаю. Ну, вроде как датчик. У меня там лежат на панели один такой, то есть, походу, ее пробовали, меняли и не получилось. И, в принципе, все. То есть, вот я ее скинул уже. Вот. Сейчас я ее вытащу на землю. Просто решил вам показать, как, что подсоединяется. Вот. Это я, конечно, оставлю. Это я сейчас тоже насос сниму. Вот. Этот провод останется. Вот. Возможно, может быть, такую же печку с таким же названием. Вот. Возможно, может быть, другую. Как говорят, что эти котлы устарели, сейчас новее, сейчас круче, типа того. Потому что автобус 12-го года вроде. Вот. Сейчас вроде таких вроде как бы и не ставят. Ну, это я так слышал, но не знаю, правда или нет. Вот. Так что посмотрим, что будет дальше. Ну что, ребят, все, произвел я демонтаж вот этого котла, этой печечки. Так, вот смотрите, кому интересно, ставьте на паузу, читайте, какие тут показания. Так, это на самой печке. И вот насос к ней. Это я специально разложил, чтобы вам показать. К ней идет как бы, то есть железный переходник, то есть надевается, потом втыкается переходник, я так понимаю, и уже пошел шланг туда. И здесь также, то есть вот было обрезано, вот переходник и вот шланг. С насоса идет сюда, вот, и управление сюда в середину. Вот дальше вот это сопло, вот оно, оказывается, прикручивается, вот, ну то есть вставляется сюда и прикручивается снизу. Вот, видите отверстие, болтики. Ну, естественно, они сгнили и просто вылезли прям так. Ну, в принципе, железо еще более-менее нормальное. То есть я здесь в ящике прибрался, фишку управления я замотал, чтобы туда грязь не летела. Здесь, чтобы солярка, если что, не шла, болтики вкрутил. Все нормально. Так что будем ждать, что скажут начальники, механик. Или в ремонт ее, или вообще другую. Но другую все обрезано, все, блин, фиг пойми, что тут как сделано, проведено. Ну, не знаю. Забегать вперед я не буду. Там будет все видно. Будет по ходу действия. Все это я вам покажу потом. Ну ладно, что, все. Собираю я. Идем дальше. Ребят, но все равно согласитесь, да, ну, блин, офигенно же с котлом. Просто вот взял на кнопочку, например, когда работает, на кнопочку бах, нажал, там, я не знаю, ну, блин, минут 10-15, все, у тебя мотор прогретый, здесь в салоне уже более-менее, ну, я уж не говорю, что там жара офигенно, но уже вся система, уже тосол, как говорится, нагретый. Свеча накаливания, бах, и спокойненько чуть делай старт, и все, и поехал. Как говорится, уже на теплом автобусе, на разогретом. Вот. Я вспоминаю ту зиму, это, блин, ну, я врагу не пожелаю. То есть туда не подлезешь, там защита, там все, ну, все в масле. Туда, например, горелку газовую, это, во-первых, там загорится все нафиг, там все, ну, сами видели, там все пластиковое, там, ну, опасно очень. Вот, это, во-первых. А во-вторых, я ставлю автобус на чужой территории, кто мне там даст, там, ну, я не знаю, мне, во-первых, там никто ничего не даст, а во-вторых, там нет нифига. Вот так вот будем, грубо говорить. Вот. Я такого мнения, что лучше ее сделать, или другую поставить, или эту, может быть, отремонтировать. В ней, насколько я спрашивал ребят, которые там делали когда-то ее, типа там стеклышко лопнуто, и корпус вроде как прогнил, то есть тосол
через нее капает, и ящик был полный таз. То есть, как они мне говорили, говорят, ящик вот этот открываешь, и прям тосол лился с этого ящика. Вот. То есть, грубо говоря, вот корпус вот этот вот прогнил, как они мне объяснили. Вот, не знаю, может быть, там заменит корпус, может быть, этот, как его, стеклышко заменит там, чтобы для розжига. Не знаю, что там будут с ней делать. Забегать я не буду вперед. Там все это увидите, конечно, все я вам покажу. Все будет в процессе. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, ребят. Пока. Увидимся в новом видео.